Всем привет, меня зовут Мила. Сегодня у меня опять теплая, уютная домашняя работа, лоскутное шитье. Буду шить коврики для посуды из ткани, то есть даже не из ткани, а из рубашек, которые остались от пошива одеяла для моего любимого брата. Кто не видел это одеяло, я оставлю для вас ссылку в описании. Приглашаю вас посмотреть это видео. Милые мастера, кто любит шить из БУ ткани и переделывать какие-то свои вещи на что-то нужное. Приятного просмотра, пожалуйста, оставайтесь на канале, смотрите видео, наслаждайтесь. Взяла старенькие махровые полотенца. Справа лежат, вот видно, что есть большие куски какие-то тканюхи, но я решила не пользовать их, а выбирала самые маленькие кусочки. Хотелось насладиться этим лоскутным шитьем, что-то поковыряться, что-то пошить, повырезать, понашивать под любимый сериал и ни о чем больше не думать, как вот о своей работе. Хорошо, что все рубашки, которые мы отобрали для пошива одеяла, между собой гармонировали, и ни одна из них не выбилась из общей массы, как бы колористики. В общем, никакой другой ткани добавлять не буду. Крутиться буду на том, что есть, на том, что осталось. Тем более нам нужно куда-то применить эти лоскутки, куда-то сшить их. Вот как раз сошью 2 коврика для посуды и еще небольшие маленькие 2 прихваточки. Недавно было видео у меня на канале. Я обещала, что буду шить только красивые какие-то супер-пупер прихватки. На самом деле, как оказалось, не очень удобно ими пользоваться, этими супер-пупер красивыми навороченными прихватками. Все это красиво на картинках, на видео, но когда тебе срочно нужно переставить какую-то горячую кастрюлю, нет времени вкладывать руки в эти вкладыши, нужно быстро что-то хватать и переставлять ее. Дальше у меня вопрос возник к прихваткам, к моим старым. Почему они такие огромные? Вообще, что это у меня за какая-то любовь к огромным вещам? Зачем я вообще сшила прихватки квадраты 20 на 20? Это какие-то просто коврики, уже они прихватки получились. И я как-то не придавала значению тому, что я мучаюсь, когда ими пользуюсь. Вот берешь кастрюлю, да, она у тебя, например, на огне стоит. И вот эти большие прихватки, они просто горят. Их лижет огонь снизу. И я постоянно там пальцами пыталась подобрать эту прихватку, чтобы она не горела. Ну, я не знаю, зачем я это делала, почему у меня мозги не работали на то, чтобы пойти и пошить себе маленькие прихваточки. Наконец-то мой мозг дал сигнал моим рукам сесть и сшить маленькие небольшие прихваточки, которые нужны только для того, чтобы обхватить ручки кастрюли. Но слава богу, ум в мою голову вернулся, и руки сделали эти маленькие хорошенькие прихваточки, которые так давно были мне нужны. Милые рукодельницы, расскажите, пожалуйста, что вы шьете для своей кухни? Может быть, коврики какие-то шьете, может быть, прихватки, фартуки, какие-то грелки на кастрюли, на чайнике, ну не знаю, ланчматы какие-то. Ланчмат, как по-русски сказать? Коврик для еды, наверное, да? Напишите варианты какие-то есть у вас более, ну, короткие. Ну, коврик для еды 3 слова, да, ланчмат 1 слово. Но этот какой как матюк, этот ланчмат. Не люблю я это слово, если честно, так же, как и пэтчворк. Ну, грубоватые слова. Ладно, бог с ними, не наше это дело. У меня тут другие проблемы. Этим летом был у меня график. За 3 месяца сшить 3 одеяла. Нужно было сшить дочке, брату и мужу. Первым делом я дочке сшила, потом брату сшила. И в августе мне нужно было сшить одеяло для мужа. Что я не сделала. Теперь мне нужно включать режим ошпаренной кошки и быстро шить одеяло. Ну, быстро шить одеяло, ну это кощунство просто-напросто, скажу я вам. Ну, как можно быстро шить лоскутное одеяло? Ну, нужно растянуть удовольствие, нужно
испытать весь кайф от перекладывания всех этих лоскутков, от выбирания ткани, подбора и все такое. Единственное, что хочу сказать. Хорошо, что у меня есть основа. Я купила новую ткань. У нее прекрасный цвет. Цвет вторая хирургия. Ну, я его так называю. Кому интересно, как это выглядит, скоро будет видео. Я, наверное, скоро начну все-таки шить одеяло, потому что сегодня 2 сентября, и по прогнозу у нас ночью сегодня 8 градусов, а в субботу и воскресенье будет 5 градусов. Так что я, наверное, отдам пока свое одеяло мужу, себе возьму зимнее. Ну, потому что мне стыдно, что я не приготовила вовремя одеяло. Наверное, вы уже все сшили одеяло и на зиму, и на осень, и на весну, и на 10 лет вперед. Ну, потому что, девочки, вы все ответственные. Это я, наверное, вот такая балбес. Ну, хотя многие писали, что сейчас заняты летом огороды, там покосы надои, а зимой, когда будут незанятые вечера и дни, будут уже предаваться шитью. Ну, не знаю, я зимой вообще в спячку впадаю. Это вот сейчас у меня канал есть, слава богу, он меня поддерживает и не дает мне спать. Потому что я человек летний, родилась летом, и зимой просто как медведь впадаю в спячку. Мне всегда хочется спать, закутаться в плед, смотреть кино и под него засыпать. Но вот посмотрим, как в этом году я буду бодрствовать зимой, потому что ту зиму я была просто бодра, как никогда. И это все благодаря вам, потому что вы поддерживаете мой канал, пишите комментарии, я отвечаю, не могу же оставить без ответа, да, комментарий, и поэтому я не сплю. А если бы вы мне не писали, я бы спала всю зиму прошлую. По теме разговора хочу вернуться на кухню, но не чаи гонять, а вопрос у меня к вам есть. И мне кажется, я уже спрашивала у вас, но ладно, я спрошу еще раз. В общем, в Инстаграме как-то попалась подборка товаров с Алиэкспресс, но ссылок на эти товары автор не дал. Я задавала вопрос, а где ссылки, но мне не ответили. В общем, ладно, ну буду сама искать. Сама на Алиэкспресс я что-то не нашла, этот коврик, а речь идет о коврике. Это противоударный такой коврик, стелется на пол для того, чтобы там жир от сковородки, например, там на пол летит, этот коврик прекрасно отстирывается, просто там мочалочкой вытирается и все. И плюс он защищает предметы от боя. Ну, вот что-то упало, и на нем ничего не раскалывается, ничего не бьется. Он какой-то резиновый или не резиновый, не знаю. У нас на полу на кухне плитка, и я много посуды уже перебила. Хочу такой коврик найти. Ребят, у кого есть ссылка на него, дайте, пожалуйста. Была мысль сшить коврик из ткани, ну, какой-то лоскутный, но его же нужно делать, чтобы он не скользкий был. Ну, а что туда приклеивать? Я не знаю, какой-то коврик, опять же, резиновый надо купить, чтобы его пришить. Потом пачкаться он будет. Ну, ткань так от жира отстирать летящего, ну, сложно. В общем, думаю, это рассадник каких-то бактерий будет, а не коврик. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Желаю вам крепкого здоровья и красивую, залитую солнечным светом кухню. Всех люблю, всех целую и всем пока.